Недельная глава сегодня, глава, которая называется Эмор. Она начинается словами «Скажи коэнам, как служить в храме» и так далее. Но мы знаем, что названия глав тоже появились не случайно. Название должно, во-первых, совокуплять в себе весь смысл главы. Ведь мы знаем, что в светском мире, когда ты покупаешь какую-то книгу на полке книжного магазина, ты смотришь на ее название, ты всегда подразумеваешь, что название отражает то, что внутри. Если ты покупаешь книгу о вкусной и здоровой пище, ее название о вкусной и здоровой пище, то наверняка это не детектив. И если ты покупаешь книгу, которая называется «Теория марксизма-ленинизма», то наверняка это не кулинарная книга. Мы знаем, что в светском мире названия обычно подыскиваются так, чтобы отражать смысл. В иудаизме же у нас книги и главы внутри книг называются по своему первому слову, по своему первому значимому слову, что может казаться случайным. Но это не так. Название должно отражать всю последующую главу. Если мы не понимаем связь, это проблема в том, что мы неправильно поняли главу, или мы неправильно поняли значение этого названия. Оно должно отражать. Так что название Эмор отражает всю последующую главу. И также мы должны выучивать какой-то урок, практический урок, из самого названия также постоянно. Само название должно иметь для нас смысл. Эмор значит «говори». Нам это приказ говорить. Вот если вы знаете, что есть люди, которые вообще никогда не замолкают, все время болтают, и они выполняют вот этот вот приказ. Говори, болтай. Но это тоже кажется довольно странным, потому что, во-первых, известно в иудаизме, что Тора не приветствует много болтания. То, что говорится, болтун, находка для шпиона, Тора не очень заботится о шпионах, но, тем не менее, много говорить не приветствуется. Здрасте. И известные высказывания мудрецов нам часто об этом напоминают. В частности, говорится «мила бе зузи». «Мила» слово, одно слово стоит один зуз. Зуз – это была монета, которая была в пользовании во времена храма. «Мила бе зузи». Не знаю. «Штика бетрей». А молчание – 2 монеты. То есть молчание стоит дороже, чем любые слова. Молчание – золото. И, в принципе, мы также знаем, что даже в самой Торе все сказано только самым кратким образом. В Торе все говорится самым сжатым языком. Почему? Для того, чтобы не нужно было распространяться слишком много. Тора не приветствует просто так болтать, просто так разговаривать. А тут у нас есть целая глава, которая нам велит говорить. Говори. О чем же это все? Что здесь имеется в виду? В Торе есть целый ряд законов,
запрещающих нам что-то говорить. Мы, например, знаем, что в современном западном мире есть куча законов о том, какие тайны можно разглашать, какие нет. Врачи не имеют права говорить о своих пациентах, юристы не имеют права говорить о своих клиентах, юристы даже не имеют права говорить, является ли кто-то его клиентом или нет. Здесь это называется HIPAA laws и все остальное, и Commerce laws. Очень много разных законов, которые запрещают людям выдавать какую-то информацию. Что же Тора говорит по этому поводу? В отношении того, что разрешается говорить, что запрещается. В Торе нету никаких конкретных запретов, говорящих, что врач не имеет права рассказывать посторонним людям о пациентах, о их диагнозах, истории болезни и так далее. В Торе не говорится, что юрист не имеет права говорить своим друзьям о тех людях, с которыми мы сегодня имеем дело. Но в Торе есть одно указание, что человек не должен вообще никогда никому ничего говорить, что его собеседника не касается. То есть, иными словами, если я могу вам сказать что-то, что вас касается, или что-то, что вам поможет, у меня есть какая-то интересная идея, которую я хочу с вами поделиться, что-то, что вас, я думаю, вдохновит, что-то, что вам поможет. Замечательно, скажи это. Если же вы хотите что-то сказать про Петю или Васю, что не касается вашего собеседника, Тора говорит вообще говорить о других людях или говорить что-либо кому-либо, что их не касается, нельзя. Потому что ты никогда не знаешь, что из этого может произойти. Я вам даже расскажу другую историю про то, не только что люди говорят, а что люди слышат. Мы знаем, что Реббецен, жена Любавичка Реббецен Хаймушка, она тоже была непростым человеком, она была праведница. И была описана конкретная ситуация, когда Ребе с Реббецен сидели за столом, и к ним в дверь постучал один из их секретарей. Что-то произошло экстренное, и он пришел, обычно Ребе дома не беспокоили никогда, но что-то произошло. Секретарь Ребе входит, извиняется, и говорит Ребе о том, что что-то произошло. И Ребе извиняется перед своей женой, говорит, что сейчас нужно куда-то идти, встает и уходит с секретарем куда-то. Через 5 минут к ним в дверь стучит другой секретарь Ребе. Другой секретарь, который, опять же, это было дремучее время до мобильных телефонов. Помните, такие времена были? Помните? Окей, дремучие времена. Даже до биперов. И второй секретарь Ребе стучится в дверь и говорит, видимо, он пришел по тому же поводу, что-то произошло. И Реббецен открывает дверь. И Реббецен говорит ему, что Ребе только что вышел с другим секретарем. Тот спрашивает, а куда они пошли? Она говорит, а я не знаю. Они говорят, а о чем они говорили, когда они здесь, за те полминуты, что они здесь были? Реббецен говорит, извините, я не знаю. Как это так? Это же было при вас. Реббецен сказала, с тех пор, что я была девочкой, мой папа приучил меня не слышать вещи, которые меня не касаются. Вот так вот. Это мы говорим не только то, что мы говорим, а то, что люди уже говорят, что я просто не слышу. Она не слышала, это ее не касалось. Она это не слышала.
Сейчас таких людей уже не делают. Сейчас такие люди сняты с производства. Но, по крайней мере, то, к чему мы должны стремиться. И нет, если я чем-то могу помочь, то, конечно, я должен стараться услышать, понять. И так что мы вообще не должны говорить вещи, которые человека не касаются. И я, конечно же, сейчас говорю о нейтральных вещах. Я не говорю о негативных вещах, потому что о негативных вещах у нас есть отдельный вообще раздел. Лашон гара, то, что переводится как злой язык, дурной язык, это высказывание, которое описывает человека в негативном фоне, в негативном виде, кому-то, при том, что это второго человека никак не касается. Если Мойше сейчас пойдет делать бизнес с Янковым, а Янков большой обманщик, то я должен предупредить Мойше, потому что это его касается. Но если Мойше никогда в бизнес с Янковым не пойдет, Мойше вообще этим бизнесом не занимается. У Мойше другой бизнес. Они просто соседи. И я прихожу к Мойше и говорю: ты знаешь, я видел твоего соседа Янкова, вчера он такое вытворял. Тора это запрещает. Я опять же подчеркиваю, потому что это правда. Неправду говорить точно нельзя. Это называется моци шем ра. Лгать о другом человеке, говоря ему что-то негативное, точно нельзя. Это уже совсем другой запрет. Правду, которая негативная, запрещено говорить, называется лашон гара. Но сейчас мы с вами начали говорить еще более вроде бы безвредной привычки. Просто говорить людям о ком-то. Нейтральные вещи, не негативные вещи. Если это меня не касается, мне это не говорите. И то есть мы сейчас видим, есть три уровня запрета. Говорить неправду уж точно совсем нельзя. Негативное, что-то плохое, другому человеку что неправда нельзя. Правду негативную тоже нельзя. Нейтральную информацию, которая не касается человека, тоже не нужно говорить. Это его не касается. Зачем это ему нужно знать? Если есть что-то, что он может этого поучить, если это какой-то опыт, который тот может перенять, тогда скажите ему. Если это что-то, что может послужить вдохновением для человека, тогда да, конечно. Но что-то, что его никак не может вообще касаться, не говорите. Это то, что Тора запрещает говорить. Мы сейчас с вами перечислили много вещей, которые Тора запрещает говорить. Наша глава говорит эмор, скажи. Так что же мне тогда можно говорить? Секундочку. Вы меня сейчас послушаете и скажете: окей, все, затыкаю свой рот и вообще больше не открываю. Придете домой и скажете: нам Раби Белинский сказал, да, заткнуть свой рот, закрыть свои уши и вообще ни с кем не разговаривать. Это неправда. Вот как раз это и приходит нам объяснить наша недельная глава. Человек, который спит, он технически, конечно же, не нарушает заповедь «не убивай». Но это еще не все, что Тора от нас хочет. Человек, который спит, он технически не кушает некошерные вещи. Но это еще не называется, что он соблюдает кошер. Когда человек проснется и начнет кушать, вот тогда нужно, чтобы он соблюдал кошер. Человек, который молчит, это еще не значит, что он все правильно делает. Нужно знать, когда говорить, а нужно знать, когда молчать. У меня здесь был один знакомый, я с ним познакомился через кого-то там по бизнесу. Он был партнер одного человека, с которым я имел дело, и вдруг я
как-то при этом человеке говорю по телефону, я по его глазам вижу, что он понимает, что я говорю, а я говорю по телефону по-русски. Я думаю все время, что этот парень американец. И я закончил говорить и говорю, ты понимаешь по-русски? Он... Нет, неправильно, неправильно. Я спросил, ты говоришь по-русски? Он мне отвечает, нет, по-русски я только молчу. Он был совсем маленьким, когда он сюда приехал в Америку. Когда его привезли, ему там было 3 годика, он вырос здесь в Америке, но его родители с ним всегда говорили по-русски, так он по-русски молчит. Так вот, нужно знать, когда говорить, нужно знать, когда молчать. Так что же Тора говорит нам говорить? Во-первых, мы знаем, что на иврите есть 2 слова, которые можно перевести как «говорить». Они иногда переводятся на русский язык как «говорить» и «сказать». Но я скажу честно, я разницы между «говорить» и «сказать» по-русски не знаю, поэтому я не знаю, является ли это правильным переводом, и что из них называется «говорить», что из них «сказать». Есть «ледабер», или «дабер», «дабер» значит «говори», «дабер», и есть «омер». Иногда переводится как «дабер» это «говорит», а «омер» это «рассказывает». Говорить и сказать. Ну, не знаю. Почему не сказать? Сказывать. Сказывать. Окей. Русский язык это не моя специализация. У меня очень узкая специализация. Русский язык, русскую грамматику мы будем потом обсуждать. Но на иврите я точно знаю, в чем разница между дабер и эмор. В Торе используется и то слово. И мы с вами говорили много раз, что в иврите синонимов нет. Иврит – это очень краткий язык. В иврите синонимов нету. Мы, может быть, это уже упоминали. Я про русский язык не знаю. Сколько в словаре Даля слов вообще я не смотрел. Или кто-нибудь мне это может сказать, дайте мне знать. Но в английском языке есть словарь Intermediary Merriam-Webster Dictionary. Intermediary Merriam-Webster Dictionary считается словарем, где словарный запас, который должен быть у любого англоязычного человека с высшим образованием. Если человек закончил университет в США или в Великобритании, или в любой другой англоязычной стране, Канаде, Австралии, Южной Африке, то у него должен быть словарный запас вот этого Intermediary Merriam-Webster Dictionary. Сколько там слов? Сколько в этом словаре слов? 26 тысяч. 26 тысяч. В Торе, во всем Танахе, Пятикнижие, Невиим, Ктувим, сколько используется слов? Весь словарный запас Торы. 3000, совершенно верно. 3000 слов. Это по 2 причинам. Во-первых, потому что иврит – это язык, построенный на корнях, по-русски стул и сидеть, на иврите тоже, это плохой пример. По-русски писать и диктовать – это 2 разных слова. Писать и диктовать. На иврите это один и тот же корень, потому что ты заставляешь кого-то писать. Котев и махтив. Это на иврите это одно и то же слово с разными формами. То же самое по-русски 2 разных слова. Стул и стул. 2 разных слова. Нет. То есть поэтому на иврите, поэтому из-за этого иврит это более краткий язык.
Но кроме этого еще, да, то есть 3000 корней. Кроме этого еще второй фактор, почему иврит такой краткий язык, это потому что, как я уже сказал, там нету синонимов. Если есть два слова, которые переводятся как «говорить», они должны значить что-то разное. И поясняется конкретно. В комментариях к Пятикнижию объясняется, в чем разница. Дабер, лидабер, это значит более суровое высказывание, более строгое высказывание. А эмор – это более мягкое выражение. Поэтому, когда Тора говорит нам эмор, мы сразу же понимаем, что нам повелевает говорить мягко. Что же значит говорить мягко? Говорить мягко в основном имеется в виду говорить позитивные вещи. И о том, почему нам нужно говорить позитивные вещи и что называется позитивными вещами, мы можем понять из обратного. Мы с вами говорили о том, что Тора запрещает нам говорить что-то негативное о другом человеке, если даже это правда. Тора мне запрещает прийти к вам и сказать: ты знаешь, вот у нас здесь живет рядом Мойша, он такой негодяй, он делает то, сё, 5-10. Если вас не касается, Тора мне запрещает говорить. Почему? Вы можете подумать, просто потому что Тора беспокоится о репутации Мойши. Может быть, это тоже правда. Вы мне можете сказать, что, может быть, это просто потому, что Тора не хочет, чтобы мы сидели и болтали о других людях. Может быть, это тоже правда. Но есть намного более веская причина. Сказано, что когда я говорю что-то о другом человеке, это раскрывает в нем эту сторону. Ведь наша речь – это раскрытие. Наша речь раскрывает то, что у нас на уме. Есть, конечно, люди, которые говорят, не подумав. Такие существуют. Но большинство из нас, когда говорят, мы говорим то, что мы уже подумали. То есть у меня есть мысли. И мои мысли никто бы никогда не знал. И слава Богу, что вы не знаете большинство моих мыслей. Но есть мысли, которые я при этом хочу вам раскрыть. И раскрыть я могу через мою речь. И речь – это раскрытие. Так же, как речь – это раскрытие моих мыслей. Речь может быть также раскрытие моих чувств. Когда я говорю не подумав, это, как правило, потому что речь раскрывает мои чувства. Знаете, говорят, когда ты кому-то хорошо высказываешься, это то же самое, что выпить чашку кофе. В тот момент чувствуешь себя очень хорошо, но потом только спать не можешь. Так вот, я могу кому-то высказаться. Это будет выражение моих чувств. Так же, как речь выражает мои мысли, мои чувства, раскрывает мои мысли, мои чувства, речь также раскрывает черты характера, мысли и эмоции других людей, о которых я говорю. И, кстати говоря, именно поэтому, почему в Торе говорится, что Бог сотворил мир через речь. Почему в Торе сказано, что Бог сотворил мир через речь? Ведь Пятикнижие могло просто написать: и сделал Бог деревья, и сделал Бог воду. Не сказано, что и сделал Бог воду. Сказано, и сказал Бог, да будет вода. Секундочку. Причем здесь сказал, почему есть речь? Речь – это раскрытие, речь – это выражение. Бог раскрыл в этом мире то, что мы сейчас называем водой. Ведь мы хорошо знаем, мы верим, что у Бога есть все. И Бог имеет в себе все. Меня спрашивают: скажите мне, пожалуйста, Бог синий? Бог синего цвета? Да. Бог зеленый? Бог тоже зеленого цвета. Бог короткий? Бог короткий. Бог длинный? Бог длинный. Бог все, в Боге все есть. В Боге есть и вода,
и огонь, и влажность, и сухость. Потому что у Бога все есть. Теперь, Бог для того, чтобы сотворить воду, Бог должен выразить из себя, проявить то, что мы сейчас называем водой. Поэтому и сказал Бог. Поэтому говорится, что Бог должен что-то сказать. Так вот, речь – это выражение. Речь – это проявление. Когда я говорю что-то, я проявляю свои чувства или свои мысли. Когда я говорю, я при этом подчеркиваю мысли или стороны, или эмоции другого человека тоже. И мы можем в этом убедиться по своему собственному опыту. Например, мне нужно занять много денег. Например, вот у Алекса. Алекс, мне нужно занять много денег. Но я знаю, что Алексу мне одолжить столько денег будет очень тяжело. Так что я делаю? Я не прихожу к Алексу и говорю: Алекс, одолжите мне, пожалуйста, 10 тысяч на годик. Я ему такое не говорю. Я говорю Алексу: Алекс, вы такой добрый. Вы помогали уже стольким людям. Вы одалживали деньги уже стольким людям. Вы мне помогали уже столько раз. Пожалуйста, помогите мне еще раз. Секундочку. Почему я, перед тем, как я попрошу у Алекса этот заем, почему я у него спрашиваю, почему я ему говорю, что ты такой добрый, ты уже помог стольким людям? Вы можете подумать, что я хочу его просто задобрить, я хочу, чтобы он обрадовался, разомлел, чтобы он почувствовал себя хорошо. Это правда, может быть, это с этой точки зрения тоже работает. Но еще другая причина, намного более важная. Когда я говорю о доброте Алекса, я проявляю его эту сторону. Я возбуждаю именно эту эмоцию в нем. Эмоцию доброты. Поэтому, когда я говорю Алексу о его доброте, я возбуждаю в нем эту эмоцию. Когда я буду говорить Алексу про его негативные эмоции, у Алекса, конечно, их нету, но там у других людей. Если я буду говорить кому-то их негативные стороны, то я буду проявлять в этих людях, возбуждать в этих людях эти негативные стороны. Если это работает в лицо, то это работает за глаза тоже. Когда я сижу здесь и разговариваю с вами о Мойше, который живет за углом, о том, какой он негодяй, это возбуждает в нем именно эту сторону. В нем, в Мойше. Да. Даже если он не слышит. Ему не нужно для этого ее слышать. Еще больше негодяя. Нет, если это вас касается, если вам нужно знать. Правильно. Вот я попросил у Алекса 10 тысяч долларов взаем, он не знает, дать них нет или нет. Вот он, Белла, к вам придет и будет спрашивать: вы вот такого Белинского знаете? Можно ему вообще доверять или нет? Так это уже касается Алекса. Это уже на 9 тысяч можно, 10 не знаю. 9,5. Всего же хорошего, что сказала тебе Рава, потом он скажет: дай 20. Тебе уже 10 дать будет намного проще. Правильно. То есть, когда я сижу здесь, я вот здесь с вами, Игорь, буду сидеть и говорить про Мойшу, который живет за углом, о том, какой он бездельник, негодяй, врун и проходимец, и все что угодно. Он это не слышит, он не знает, что мы о нем говорим. Но, тем не менее, это проявляет в этом мире эту его сторону. Это помогает ему это делать. Мы с вами в современном мире очень часто недооцениваем силу слов. Я вам приведу другой пример. Один известный раввин. Он работал главой Ешивы, преподавателем Ешивы. Не будем называть его имя.
его звали Валера. Был известный раввин Валера, который работал главой ешивы. И вот этот вот известный раввин Валера он пока в ешиве изучают определенный том Талмуда, он сидит в зале, там, где все изучают. Если к нему подходят с вопросами, то он отвечает на вопросы, а в перерывах между вопросами он сам сидит, изучает ту же самую главу, тот же самый материал. Он, может быть, просто подготавливается к последующему классу или просто изучает ее для себя. Он сидит, изучает. И вот он смотрел на какие-то комментарии, и ему в голову пришел какой-то очень сложный вопрос. И он не мог понять, как вообще этот вопрос не пришел в голову до этого. Но еще больше его удивляло, что он не мог найти ответ на этот вопрос. И он стал смотреть во всех комментариях и не мог найти ответ на этот вопрос. Ну, не мог. Он не знал, что делать. А он-то глава ешивы. Если ты ученик ешивы, ты пойдешь к учителю. Если ты простой учитель, ты пойдешь к главе ешивы. А он глава ешивы. Он пришел домой, его это просто мучает. Его это мучает. Он не может пойти спать ночью. После ужина он сидит и смотрит в одну книгу, в другую, думает, может быть, с этой стороны, может быть, с этой. Он не спал полночи, пока он не додумался до ответа. В конце концов, он додумался до ответа. Ой, ему этот ответ стукнул в голову. Он при этом даже, я вам скажу, он в ешиве, когда он был, он задал этот вопрос другому учителю, просто чтобы с ним поговорить. Тот тоже не знал ответ. На следующее утро он прибегает в ешиву, и первое, что он делает, он приходит к этому учителю, с которым он говорил, и он говорит: вы знаете, что я вчера додумался до ответа. И высказывает ему этот ответ, они вместе посмотрели, проверили, правильно ли все зашли. Да, все, замечательно. Все. Буря утихла. Трагедия теперь отвращена. Это глава ешивы. Пока все занимаются, учатся, он иногда сам учится, иногда к нему проходит с вопросами, а иногда он просто ходит по рядам ешивы, смотрит, как там кто учится, там, может быть, пока он проходит мимо, его что-то спросят, он так смотрит, кто что делает. И вот он проходит мимо одной пары студентов, хеврута, когда учатся в ешиве, учатся в парах. Он проходит мимо одной пары, и он слышит, как один ученик задает второму именно тот вопрос, который его мучил вчера. Он остановился за их спиной, так чтобы не смущать никого. Он так тихонечко встал и подслушивает. Он хочет знать, что они будут говорить. И первый ученик просто повторяет его вопрос. Ему очень интересно. Второй, без запинки, говорит ему: это просто. И выпаливает ему ответ. Какой? Тот ответ, который ему пришел в голову только в полночь, только посреди ночи. Вчера, вечер до этого. И он, когда это услышал, он вообще обомлел. Я глава ешивы, и я мучился часами, не мог найти ответ, не спал полночи, а эти два шпингалета, извините меня, вот так вот за секунду выдают эти ответы. Как это вообще может быть? Он думал: окей, может быть, мне нужно в отставку уже уходить. Может быть, я уже слишком старый стал. Это было до селфонов, еще у них еще не было Алексы, которая все прослушивала. Вы знаете, что жена стала разговаривать с мужем в доме только шепотом. Он спрашивает: чего ты шепотом разговариваешь? Он говорит: потому что я боюсь, что нас прослушивают.
Он говорит, это глупости, и начал смеяться. И Алекса стал смеяться тоже, и Google Home стал смеяться тоже, и его компьютер стал смеяться тоже, и его телефон стал смеяться тоже. Так вот, это было еще до тех времен. Так вот, он, этот великий глава Ешивы Валера, не знал, что делать. Он пришел к своему учителю, к своему раввину и спросил, как это вообще может быть? Может быть, я действительно уже не годен к преподаванию? Тот говорит ему, ты не должен беспокоиться. После того, как один человек приводит в этот мир какую-то мысль, другой уже может ее подхватить намного проще. И мы знаем, это было в науке тоже. После того, как один человек делал какое-то открытие, мы знаем, что были другие ученые, которые сразу после этого сами делали подобные же открытия. Почему? Это потому, что когда мы раскрываем что-то в этом мире, через нашу речь, оно уже находится в этом мире. Мы недооцениваем силу наших слов. Мы, поэтому, когда говорим что-то негативное, не дай Бог, о другом человеке, мы раскрываем в этом человеке эту сторону его характера, даже если он это не слышит. Но это еще не все. Мы не должны фокусироваться только на негативном. То, что Тора нам запрещает говорить негативные вещи о других людях, это мы уже с вами поняли. Но мы должны также сообразить, если это касается чего-то негативного, мы знаем, что Бог добр. Если мы видим что-то, что работает в негативную сторону, позитивная сторона этого препарата должна быть намного сильнее. Каждый предмет в этом мире, каждое существо в этом мире, каждая сила в этом мире, каждая сторона нашей жизни, если мы на нее будем смотреть, она должна иметь большую позитивную силу, чем негативную. Если наша речь имеет столь сильную негативную силу, тем более мы должны понимать о том, насколько велика ее позитивная сила. И вот это то, что нам повелевает эта недельная глава. Чем больше мы говорим позитивного о других людях, об этом мире, о нашей ситуации, о самих себе, тем больше позитивного мы будем приносить в этот мир. Тора поэтому нам говорит, что мы не должны говорить никогда негативные вещи о себе, мы должны говорить позитивные вещи о себе. Я, по-моему, вам уже рассказывал историю о Хафец Хаиме, человеке, который написал книгу Шмират Галашон, книгу, которая говорит, насколько плохо говорить плохо о других людях, насколько плох злой язык. Он написал целую книгу на эту тему. И вот как-то Хафец Хаим ехал в поезде, и он ехал к себе домой. И он сидел в вагоне, и рядом с ним подсел какой-то другой еврей. И тот спросил его, куда ты едешь. Разговорились. Тот второй еврей не знал, что он сидит рядом с Хафец Хаимом. Это было в те самые дремучие времена, когда еще не было селфонов и не было Фейсбука. И люди не знали, как кто-то выглядит. Они слышали имена, они читали книги. Внешне никого не могли опознать. И этот простой еврей, я не знаю, что он сидит рядом с Хафец Хаимом. Хафец Хаим его спрашивает, куда ты едешь? Он говорит, куда ты едешь? А для чего ты едешь? Я еду повидаться с величайшим раввином Хафец Хаимом. Я всю свою жизнь мечтал его увидеть. Он такой великий человек. И начинает рассказывать, какой великий Хафец Хаим. А Хафец Хаим все слушает. Хафец Хаим был скромным человеком, все слушает. Говорит, слушай, а может быть, не все эти истории полностью правда? Может быть, они преувеличены. Говорит, да как ты вообще можешь такое говорить? Да ты знаешь, Хафец Хаим, нем все говорят. Говорит, смотри. Люди говорят, что он такой умный. Может быть, он не такой умный. Может быть, он чуть сам. Говорит, да как ты вообще можешь говорить такие вещи? И они начинают спорить. Хафец Хаим начинает говорить, что, может быть,
этот Хофец Хаим, не такой великий, не такой умный, не такой праведный, а тот начинает на него кричать, он разозлился. И он дает ему оплеуху. И тут они расходятся. Тут их остановка, они выходят из поезда. И каждый идет своим путем. И на следующее утро этот простой раввин приходит в синагогу повидаться с великим раввином Хофец Хаимом. И как вы думаете, его выражение лица, когда он видит этого Хофец Хаима, которому только что дал пощечину, он его видит, он млеет, он падает перед ним, начинает плакать, говорит: извините меня, простите, великий раввин, я не знал, что это вы. Он говорит: это я тебе должен быть благодарен, говорит Хофец Хаим. Почему? Ты меня сейчас научил самому великому уроку, который я должен был получить в моей жизни. Он говорит ему: что это такое? Он говорит: я написал целую книгу, говорит Хофец Хаим, запрещающую плохо говорить о ком-то. Но я там не написал и даже не подумал, что тоже нельзя плохо говорить о себе. И вы меня именно этому научили. Так вот, плохо говорить о других нельзя, плохо говорить о себе тоже нельзя. Мой учитель Реб Мендел Морозов, которого я уже цитировал в наших классах до этого, это тот, который сказал, что мальчики должны жениться только на мальчиках, если вы помните. Он, как я вам упомянул, был сыном секретаря предыдущего ребе. Его отец был величайший человек. И мы сидим за столом, за фарбрегеном, и он как-то мне говорит: мой папа был такой дурак. Мы все на него смотрим вообще. Да, он такой дурак был. Как вообще такое может говорить? Сколько раз я слышал, что он говорил: я такой дурак, я такой дурак. Ну что, он мне не верит собственному отцу? Так вот, нельзя плохо о себе говорить. Потому что ты скажешь, что я такой дурак, твои дети потом скажут, что да, мой папа дурак. Это, конечно, была шутка. Секундочку, продумать мы до этого мы дойдем. До этого мы дойдем. Так вот, да, это вот слушайте великого раввина Валеру, это следующая глава. Нам, да, это правильно, это дополнительную плату. Вот мне нужны ваши советы, мне нужны ваши советы, чтобы бизнес здесь раскручивать. Нам Тора говорит, насколько важно говорить хорошо о других людях, также хорошо о себе и также хорошо о нашем мире, чтобы мы выражали хорошие стороны людей вокруг, чтобы мы выражали свои хорошие стороны. Чем больше я говорю о себе хорошего, тем больше я хорошего в себе проявляю. Чем больше я говорю о моих друзьях хорошее, о моих родственниках хорошее, тем больше я хорошего в них проявляю. Чем больше я говорю о мире хорошего, тем больше я хорошего проявляю в этом мире. Люди очень любят оказываться правыми. Вы, наверное, это заметили. Если у меня есть друг, о котором я всегда говорил, что он негодяй, подлец, что он вообще негодник, я это людям всегда вокруг говорил. И вы знаете что? Вдруг он совершает какую-то подлость. Знаете что? Я, конечно, очень не рад, что он совершил подлость. Но я рад, что я оказался прав. Потому что я всем говорил, что он подлец. Правильно? Я рад, что я-то оказался прав. У меня было еще сомнение. Может быть, я ошибался. Может быть, он все-таки такой подлец. Но он сделал такую подлость сейчас. Видите? Я оказался прав.
Поэтому я буду хотеть всем рассказать, какую он сделал подлость, чтобы подчеркнуть всем. Видите, вы сомневались в моих словах. Вы думали, что он хороший человек, а я вам говорю, что подлец. Вот видите, что он сделал. Я оказался прав. Так вот, если это работает в отношении подлости, которые другие люди делают, это, конечно же, работает и намного сильнее в отношении хороших вещей, которые люди делают. Если я буду говорить всем вокруг о том, что этот же Моише, он хороший человек. Он, я не знаю, там люди другие о нем говорят что угодно, но я знаю, что он не такой плохой человек. Он хороший человек, он делал это хорошее, и это хорошее, и это хорошее. Тогда в следующий раз, когда он делает что-то хорошее, что я захочу сделать? Я захочу побежать ко всем сказать, я же говорил вам, что он хороший человек. Он вот сейчас такую хорошую вещь сделал. Так когда я хочу оказываться прав? Опять же, никто не является стопроцентным праведником, почти никто, и также почти никто не является стопроцентным злодеем. Okay? Каждый делает немножко хороших вещей, немножко плохих. Когда я хочу оказываться прав, когда я вижу, что кто делает что-то хорошее или что-то плохое, я хочу оказываться прав, когда я вижу, что он делает что-то хорошее. Я говорил о хороших вещах, которые он делал до этого. Я говорил, что он хороший человек. Я говорил, что он добрый. Я говорил, что он щедрый. Я говорил, что он справедливый, что он правдивый. И сейчас он сделал что-то такое, что подтверждает, что я был прав. Я всем побегу об этом говорить. Поэтому чем больше я говорю хорошего о других людях, тем больше я проявляю это в них, тем больше я проявляю в этом мире, тем больше я заставляю себя хотеть говорить о них хорошее.